Представь, что кто-то сегодня строит город. Он выбирает место, смотрит на карту, анализирует климат, считает логистику, консультируется с инженерами и архитекторами. Сложный процесс, месяцы решений. И в итоге выбирает конкретную точку на планете. Теперь представь, что 5 разных цивилизаций на 5 разных континентах, которые никогда не видели друг друга, не имели общего языка, не имели радио, не имели спутников, не имели вообще никакого способа коммуницировать, все выбрали практически одно и то же место на планете. Не приблизительно, с точностью до нескольких километров. Гиза, Персеполь, Мохенджо-Даро, Лхаса. Все они стоят на 30-й параллели северной широты. И это наименьшая часть того, что мы сегодня разбираем. Если тебе интересны темы, которые не вмещаются в официальные учебники, подпишись и поставь лайк. А в комментарии напиши, ты считаешь это совпадением или нет. Это один из тех вопросов, где мнения делятся почти поровну. Будет интересно посмотреть, как разделятся голоса. Начнем с того, что можно проверить на любой карте, без теорий, только координаты. 30-я параллель северной широты – это воображаемая горизонтальная линия, которая опоясывает планету. Она проходит через Египет, через Иран, через Пакистан, через Индию, через Тибет, через Китай. На ней или очень близко к ней находятся объекты, которые принято считать величайшими достижениями человеческой цивилизации. Пирамиды Гизы в Египте. Точная широта 29,97 градуса северной широты, практически ровно 30. Погрешность около 3 километров от идеальной 30-й параллели. Персеполь – столица Персидской империи, один из величайших городов древнего мира, построенный Дарием I в V веке до нашей эры, 29,93 градуса. Разница с Гизой по широте менее 5 километров. 5 километров между двумя цивилизациями, разделенными тысячами километров пустыни и полным отсутствием контакта. Мохенджо-Даро в современном Пакистане – центр цивилизации долины Инда, одного из древнейших городских обществ в истории, существовавшего за 2000 лет до нашей эры – 27,3 градуса. Немного южнее, но в пределах той же климатической зоны, той же широтной полосы. Лхаса – священная столица Тибета, город, который тысячелетиями был закрыт для внешнего мира, резиденция Далай-ламы – 29,65 градуса. Снова в пределах нескольких десятков километров от идеальной 30-й параллели. И, наконец, то, что делает этот список действительно неудобным для простых объяснений. Ниневия – столица Ассирийской империи. Вавилон – один из величайших городов древнего мира, родина одного из 7 чудес света. Древний Ур – родной город библейского Авраама, один из первых городов в истории человечества. Все в пределах той же широты. Эти цивилизации не имели между собой контакта. Египтяне не знали о Мохенджо-Даро, это подтверждено археологически. Строители Персеполя не консультировались с тибетскими ламами. Расстояние и горные хребты делали это физически невозможным. И тем не менее, все они выбрали одну и ту же широту для своих важнейших сооружений. Как это объяснить? Наука предлагает несколько ответов, и все они частично правильны, но ни один не закрывает вопрос полностью. Первое объяснение – климат. 30-я параллель – это зона субтропического климата. Достаточно тепло для земледелия, достаточно сухо, чтобы здания стояли тысячелетиями, достаточно стабильно, чтобы цивилизация могла развиваться без катастрофических засух или морозов. Если разные народы независимо искали лучшее место для города, вполне логично, что они пришли к схожей широте. Это звучит разумно. И это частично правда. 30-я параллель действительно является зоной благоприятного климата. Но есть проблема. Благоприятный климат существует на большом диапазоне широт. От 20 до 40 градусов – это 20 градусов широты, это 1000 километров севера и юга. Все они вполне пригодны для развития цивилизации. Почему именно 30? Почему не 25 или 35? Климат не объясняет точность. Второе объяснение – астрономическая навигация. Полярная звезда в древнем мире была главным ориентиром. На широте 30 градусов она находится под углом ровно 30 градусов над горизонтом. Некоторые исследователи считают, что древние строители сознательно выбирали места, где полярная звезда образует красивый угол, символически или практически. Это тоже частично объясняет выбор. Астрономическая значимость числа 30 могла быть универсальной для разных культур. Но тогда возникает следующий вопрос. Почему разные культуры придавали одинаковое значение этому углу? Откуда взялась эта универсальная символика числа 30? Это объяснение не отвечает, оно только переформулирует вопрос.
Третье объяснение – конвергентное мышление. Человеческий разум везде одинаков. Разные люди в разных местах независимо приходят к схожим решениям. Колесо было изобретено в нескольких местах независимо. Земледелие возникло независимо в Месопотамии, в Китае, в Центральной Америке. Это называется конвергентной эволюцией идей. Но колесо – это простая механика. Его изобретение неизбежно для любой культуры, которая работает с круглыми объектами. Выбор конкретной широты с точностью до нескольких километров – это непростое решение. Это требует либо точного измерения, либо передачи знаний, либо чего-то, что мы пока не понимаем. Ни одно из этих объяснений не закрывает вопрос полностью. А теперь то, чего ни одно из официальных объяснений вообще не касается. Инки. Цивилизация, которая существовала в Южной Америке, которая никогда не имела контакта с Египтом, Персией или Индией. Континенты были разделены тысячами километров открытого океана. Никаких торговых путей, никаких общих мифов, никаких общих технологий. Два разных мира развивались абсолютно независимо. Главное священное место инков – Мачу-Пикчу. Его широта – 13,16 градуса южной широты. Куско – столица Инкской империи, пупок мира, как называли его сами инки, 13,52 градуса южной широты. Это не 30-я параллель, но обратите внимание на деталь, которую обычно пропускают. 30-я параллель в северном полушарии и ее зеркальное отражение в южном, 30-й градус южной широты, делят планету на симметричные зоны. Если наложить карту главных сакральных объектов инков и карту египетских пирамид и сравнить их положение относительно этих симметричных линий, расположение совпадает. Два народа, два разных полушария, одна геометрия. Это либо совпадение второго порядка, что статистически практически невозможно, либо нечто другое, нечто, что у нас пока нет инструментов объяснить. В 1995 году американский инженер Джим Эллисон опубликовал исследование, которое прошло почти незамеченным в академических кругах. Его не напечатали в Nature, его не обсуждали на конференциях. Но среди исследователей древней истории оно произвело сенсацию. Эллисон провел геодезический анализ, не поиск параллелей, а поиск больших окружностей. Геодезическое большое окружение – это кратчайший путь между двумя точками на поверхности сферы. Это те же маршруты, которые используют современные авиалайнеры. Они не являются горизонтальными линиями, они являются дугами, которые пересекают разные широты. Эллисон обнаружил, что 73 древних объекта по всему миру расположены на одном большом геодезическом круге, который опоясывает планету. Не на одной широте, на одном геометрическом круге, что совершенно другое. Среди 73 объектов на круге Эллисона – Великие пирамиды Гизы, Древнее Перу. Остров Пасхи – самый изолированный населенный остров на планете в 3000 километров от ближайшей суши. Стоунхендж в Англии. Нан-Мадол – загадочный город на искусственных островах в Тихом океане, о котором до сих пор неизвестно, как и кем он был построен. Ангкор-Ват в Камбодже – крупнейший религиозный комплекс в мире. Все они на одном геометрическом круге с отклонением в пределах нескольких километров. Эллисон не утверждал, что знает объяснение, он просто показал факт. И этот факт до сих пор не имеет общепринятого научного объяснения. Вероятность того, что 73 случайно выбранных объекта окажутся на одном большом круге, ничтожно мала. Это не вопрос веры или теории заговора, это математика. Но есть вопрос глубже. Почему мы вообще уверены, что знаем достаточно о древней истории, чтобы уверенно говорить о совпадениях и несовпадениях? Göbekli-Tepe, храмовый комплекс в современной Турции, был открыт лишь в 1994 году. До этого никто не знал о его существовании. Он стоял там весь это время, просто закопанный. Когда его открыли, выяснилось, что это древнейшая монументальная архитектура в мире, старше Стоунхенджа на 6000 лет, старше египетских пирамид. Ему 12 тысяч лет. 12 тысяч лет назад, по официальной истории, люди были охотниками-собирателями, без организованного общества. Göbekli-Tepe – это комплекс из 20 круглых строений с украшенными колоннами высотой до 6 метров и весом до 20 тонн. Для его строительства требовалась организованная рабочая сила, инженерные знания и религиозная или социальная структура, достаточно сложная, чтобы координировать масштабное строительство. Это перевернуло хронологию человеческой цивилизации. И он стоял там все это время, просто закопанный. Сколько еще таких объектов закопано?
Карты Пири Рейса, турецкого адмирала XVI века, содержат изображение Антарктиды с деталями береговой линии. Проблема в том, что Антарктида была официально открыта в 1820 году, то есть через 300 лет после того, как Пири Рейс составил свои карты. Но это еще не все. Береговая линия, которая показана на картах Пири Рейса, это береговая линия под льдом, та, которая сейчас скрыта под километрами ледяного покрова. Эту береговую линию современная наука картографировала только в 50-х годах 20 века с помощью сейсмических исследований и специального оборудования. Откуда адмирал XVI века знал береговую линию подо льдом? Официальный ответ – он компилировал более древние карты, которые не сохранились. Но какие карты? Кто их сделал? Когда? И почему у них были данные, которые мы смогли получить только в 20 веке? Библиотека Александрии, крупнейшее собрание знаний древнего мира, сгорела. Точнее, уничтожалась несколько раз на протяжении нескольких столетий, по разным причинам, разными людьми. Сколько текстов было потеряно, неизвестно. Но по оценкам сотни тысяч свитков. Работы ученых, историков, философов, картографов, знания, которые накапливались веками. Библиотека Карфагена уничтожена римлянами полностью, до последнего текста. Карфаген был разрушен так методично, что место, где он стоял, было буквально вспахано. Ни одного документа не сохранилось. Мы судим о древней истории потому, что уцелело, а уцелело случайно и мало. Это как судить о произведениях Шекспира, имея только 3 страницы из одной пьесы. Есть концепция, которую несколько серьезных исследователей, не конспирологов, а академических ученых, начали обсуждать открыто в последние десятилетия. Что если наша цивилизация не первая? Не в смысле фантастики или пришельцев, в буквальном геологическом смысле. Последний ледниковый максимум закончился приблизительно 12 тысяч лет назад. До этого огромные части того, что сейчас является сушей, были под водой или подо льдом. И наоборот, огромные участки, которые сейчас под водой, были сушей. Уровень мирового океана был на 120 метров ниже, чем сейчас. 120 метров. Это означает, что огромные прибрежные территории, где исторически концентрировались человеческие поселения, потому что вблизи воды легче выжить, сейчас находятся под водой. Подводная археология находит руины сооружений на шельфах в Японии, у берегов Индии, в Средиземноморье. Некоторым из них тысячи лет, некоторым десятки тысяч. Мы не знаем, что было под водой до того, как вода пришла, и мы не знаем, что было уничтожено. Может быть, что 30-я параллель, геодезический круг Эллисона, симметрия инков и египтян – это не независимое открытие разных народов. Это может быть наследие. Знания, переданные через символы, через традиции, через архитектуру, от чего-то, что было до, от цивилизации или цивилизаций, о которых мы не знаем почти ничего, потому что то немногое, что они оставили, лежит на дне океана или закопано под землей. Мы не знаем, и это самый честный ответ. Итак, что мы знаем точно? 73 древних объекта на одном геодезическом круге – это факт, который можно проверить. Возьмите координаты, проверьте расчеты, они сходятся. Пирамиды Гизы на 30-й параллели – факт, широта 29,97 градуса. Проверяется на любой карте. Персеполь, Лхаса, Мохенджо-Даро, Вавилон, Ниневия на той же широте. Факты. Гебекли-Тепе открыли в 1994 году, и он перевернул хронологию человеческой цивилизации. Факт. Карты Пири Рейса содержат изображение Антарктиды за 300 лет до ее официального открытия. Факт. Библиотеки Александрии и Карфагена уничтожены. Факт. Все, что между этими фактами – вопросы. И вопросов больше, чем ответов. Но именно это делает древнюю историю самой интересной темой в мире. Не потому, что мы знаем, а потому, что мы еще нет. Каждое десятилетие мы открываем что-то, что переворачивает все, что думали раньше. Гебекли-Тепе в 94-м. Подводные города у берегов Индии в 2000-х. Новые датировки египетских памятников, которые постоянно оказываются старше, чем считалось. Может быть, наша цивилизация — это не начало, это продолжение чего-то, что мы еще не открыли. Может быть, люди, которые строили на 30-й параллели, знали что-то, чего мы не знаем, получили что-то, что мы потеряли, и оставили нам подсказки в координатах своих величайших сооружений. Может быть, геодезический круг Эллисона — это не загадка, это карта. Карта чего-то, о чем мы пока не умеем даже правильно спросить. Мы не знаем, и это не слабость, это честность.
Напиши в комментарии, что тебя поразило больше всего. Геодезический круг Эллисона, карта Пери-Рейса, инки и их симметрия с Египтом или что-то другое. Эти комментарии всегда самые интересные для чтения, потому что каждый замечает разное, и каждый замечает что-то важное.